PFL Нью-Йорк, Амру Магомедов, второй бой в PFL. Амру, привет. Приветствую. Как настроение, как добрался, как подготовился? Подготовка прошла очень хорошо. 3 месяца готовились к этому бою. Первый этап был в горах у нас в Кисловодске вместе с всей командой. Там Ислам был, Усман был, Джанко был. Все ребята были, Сагид, все были. Под руководством Сейфуровича прошли очень хороший сбор. Второй этап мы прошли в Эльбрусе, и потом последний этап уже в Америке. Достаточно долгий был лагерь, и мы готовы. Смотри, по поводу этапа в Америке, здесь вся команда практически. Да. Чанко, по-моему, только не хватает. Да, Чанко и Сагид, они в Абу-Даби дрались, поэтому они остались дома, остальная команда здесь. Ну, смотри, насколько комфортно было тебе готовиться именно к своему бою, потому что понятно, что главные бои для вашей команды — это Усман, который дерется с тобой в один вечер, и через 2 недели Ислам. Конечно, вместе готовиться очень хорошо бывает, когда у всех бои, все настроены, все мотивированы. Так лучше бывает готовиться. Но именно, например, там, Хабиб, Ислам помогали тебе готовиться именно к твоему сопернику, или это все-таки была общая подготовка в рамках их Это была общая подготовка, и они, конечно, ошибки исправляли, где надо, как здесь подраться, где, под соперника, как надо, план составляли во время подготовки. Твоя первая победа в UFC, твой дебют, 37 секунд. Не UFC, PFL. Пора уже. Это, знаешь, это намек, что пора. Твоя первая победа в PFL, 37 секунд. Сейчас планируешь примерно так же? Нет, я никогда не планирую зайти и сразу закончить бой. Я готовлюсь к трехраундовому бою, готовлюсь, и когда получается закончить, я заканчиваю. Но люди, которые следят только за PFL, только за UFC, для них эти 37 секунд ничего не сказали, кроме того, что ты можешь классно нокаутировать. Чего нам от тебя ждать в PFL? Вы все увидите в пятницу. И я могу и драться, я могу и бороться, я могу и в грэпплинге показать свои навыки, потому что у меня есть и нокауты, и самбищины в боях. Поэтому все увидите в пятницу. Смотри, по-моему, до 24 или до 25 года у тебя были только одни сабмишины. После этого ты стал нокаутировать. КО, ТКО. Какой Амру настоящий? Тот, который сабмитит, или тот, который все-таки нокаутирует? Я разносторонний боец. И могу нокаутировать, могу и сабмишины делать. А так моя база — это тайский бокс. Поэтому людям же интересно зрелищные бои. Поэтому начал показывать, что со стойки начал драться. Ну, сейчас, кстати, в этом году очень многие ребята, которые обычно базовые борцы, они что-то в стойке пытаются работать. Там и Анкалаев, и Пимблет, и Мовсар, даже последний бой свой Евлоев в стойке весь провел почти. Потому что люди, когда ты дерешься, когда ты борешься, они освистывают тебя. Людям интересно смотреть, как люди дерутся. Они борются, поэтому им тоже приходится драться в стойке. Амру, про тебя информации не так много, интервью ты практически не даешь, есть только нарезки с твоей пресс-конференции. Нашел одно расхождение в твоей биографии. Ты родился в Дагестане или в Карачаево-Черкесии? Потому что пишут по-разному. Я не в Дагестане и не в Карачаеве родился, я в Медине родился. Да. И после этого переехал в Дагестан, получается, так? Да. Хабиб называл тебя будущим чемпионом. Для тебя это больше как воодушевление или, наоборот, это, скажем так, груз ответственности, потому что... Это больше мотивация для меня, чтобы еще больше работать. Когда такие люди тебя хвалят, надо соответствовать тоже. Поэтому приходится больше работать, чем остальным. С Хабибом именно удалось спарринговаться тебе? Доводилось? С Хабибом нет, только бороться. Мне Чанко рассказывал, он в такую фразу сказал, что когда ты борешься с Хабибом, это вот ощущение, что на тебя просто бетонную плиту кладут. Даже говорить не хочется сейчас. Ладно, давай тогда... Дышать тяжело бывает. Давай тогда на уровень ниже спустимся. С Исламом, с Усманом наверняка работал, потому что это твоя весовая. Да, с ними постоянно работаю. В этом лагере работал и боролся, и спарринговался.
Они очень хорошие. Они два лучших бойца в мире в данный момент. Переводить кого-то из них удавалось? Ну, не буду говорить. То есть да. Может быть. Продолжи фразу. Спарринг с исламом — это... Спарринг с исламом — это что? Вот я вот тебя хочу. Спарринг с Исламом Махачевым — это... Это опыт. Ты улучшаешь себя, набираешь опыта, набираешь уверенности, когда ты работаешь с лучшим бойцом в мире. Ты с ним работаешь и выходишь, и вот так легко получается драться. Сейчас, наконец, про твой бой. Что скажешь по своему сопернику хорошего? Соперник очень крепкий, хороший боец. Что могу сказать? Ты в PFL залетел довольно ярко. Если сейчас будет еще, дай бог, в пятницу хорошая победа, насколько быстрым ты видишь свой путь до вершины рейтинга PFL? Я думаю, еще 2-3 боя, и я в топ-3 буду. Включая пятничный? Да. Кто самый опасный легковес в мире прямо сейчас? Осман. Кто самый опасный легковес в мире прямо сейчас, если мы не берем команду Хабиба? Гейджи. Как тебе его, кстати, бой с Топури? Очень хороший. Ты ожидал, что именно так все пройдет? Я, наоборот, на Гейджи ставил. Так он и выиграл? Да. То есть ожидал? Да. 60-40. Сейчас, скорее всего, с Арманом он будет биться, говорят. Я думаю, нет. Нет? Нет. Арман вроде с Оливейрой драется. Да, Арман с Оливейрой, и потом уже... Да. Ну, как думаешь, Гейджи с поясом — это надолго? Я думаю, у него еще одна защита будет, и он все. Он уже возрастной боец. Он всем все доказал. В этом карде, опять же, мы уже говорили, что будет бой Усмана. Насколько серьезный для него соперник? Или все-таки легко для него пройдет, как думаешь? Это его первый соперник, который реально умеет бороться. И на этот бой мы очень сильно готовились, мотивированы и сфокусированы. Поэтому Усман тоже был на все 100 готов. Я думаю, он, иншаллах, выиграет. Уверенно. У Ислама через 2 недели тоже будет соперник, который умеет бороться. Не умеет бороться. Не умеет? Не умеет. Ты не видел, как его протез переводил? Ну, Пратос переводил, ну, слушай, он почти этого Шавката забитил. Нет. Нет? Это в конце 5-го раунда случайно он попался там. Да. Да. То есть Он не умеет бороться. Не видишь никаких шансов у Гарри? Да, я думаю, такой же, как и с Мадалиной будет бой. Ислам сказал на днях, что единственное, чему Оливейра может научить Гэри, это быстро постучать. Вот. Амро, и последнее. Когда ты будешь драться в России, в Дагестане, будет ночь. Почему болельщикам нужно проснуться, включить телевизор и обязательно посмотреть твой бой? Потому что я показываю зрелище, то, что им нравится. Пятница, ночь, не спим. Амур Магомедов, PFL Нью-Йорк. Спасибо за время и удачи в субботу.